Никогда не делал обзоров на сборки, однако этот обзор – исключение из всех правил. Суть в том, что я обещал сделать ролик на данный репак еще на стадии второй версии, но только после всех исправлений. Человек, который ответственен за это, был не против, однако по своим причинам он покинул как YouTube, так и свое хобби в виде моддинга. Кто не знает, автором сборки является Асайбре и его команда, а за все модификации ответственны вот этот список людей. Что ж, пусть мы никогда не увидим финальную версию данной сборки, но в любом случае четвертая версия всегда будет в открытом доступе. Поэтому, ребята, вашему вниманию я представляю сборку под названием «Репак по-русски». Но стоит сделать ремарку, данное название несет под собой лишь то, что люди, ответственные за данный пак, так или иначе говорят на русском языке. Никаких машин российского автопрома тут нет. Да, тут есть Запорожец, однако он все же сделан на Украине. Что ж, хватит болтать, берите печеньки и чаек, и мы начинаем. Ах да, ссылка на ролик автора также в описании. Сразу начнем с установки. Уважаемый Асап сделал все, чтобы вы могли не запариваясь поиграть. Выбирайте файлообменник по ссылке в описании и скачивайте содержимое. Затем вам нужно просто разархивировать все в удобное для вас место. Запускайте репак по этому файлу. Если по каким-то причинам у вас не появился русский язык, а может быть вообще какие-то иероглифы, то нажмите вот сюда, а затем просто подтвердите. Если же у вас произошла ошибка формата DLL, то зайдите в первую папку, и здесь в блокноте указаны все возможные причины появления такой штуки, а также пути решения. После этого все должно работать без каких-либо нареканий. В любом случае, данных проблем у вас также может и просто не быть. Что же, теперь, когда все установлено, стоит поговорить о самом репаке. Его идея заключается в том, чтобы добавить больше контента в игру, не повредив его сюжетную и геймплейную целостность. То есть, к примеру, не заменять автомобили, а добавлять. И как ни странно, стайлинг и тюнинг тут работает по такому же принципу. Парень под ником Арчи создал модификацию на дополнительный тюнинг и стайлинг. Благодаря его модификации вы можете поставить всеми любимый неон, который изначально планировался в игре. Но не только неоном славится эта модификация. Теперь вы можете менять номерные таблички, шины, тормозные суппорта и колодки, сделать развал и постановку колес, а также добавить наклейки на стекла. Ну и еще приятная мелочь – наклеить дополнительный винил любой существующий в игре. К примеру, если тебе понравилась раскраска какого-нибудь NPC, то здесь есть возможность ее найти и использовать для своего автомобиля. Весь новый дополнительный тюнинг находится в новом разделе в магазине под названием «Дополнительно». Однако стоит отметить факт того, что винилы из данного раздела можно ставить только после того, как вы удалите все винилы на своем автомобиле в разделе аппликаций. Еще нового из стайлинга, так это то, что, например, можно покрасить стоковые диски. Для многих это небольшой плюс, потому что некоторым нравится именно сток. А из глушителей в автоскульпте теперь есть дым при использовании закиси азота. Ну и теперь самое главное, ради чего и стоит качать данный репак. Это автомобили. 57 новых машин, из которых есть как аддоны, то есть новые полноценно добавленные транспортные средства, так и авто из бонусов или DLC, которым авторы разблокировали еще и возможность стайлинга. В оригинале такого уж точно не было. Самое крутое, что каждая новая машина разблокируется по мере прохождения игры. Взять тачку 3-го класса во время первых боссов у вас не выйдет. Маслкары 2-го уровня открываются после прохождения Энджи, иномарки после прохождения Вульфа, а класс тюнинг после победы над Кенджи. Почти каждое новое добавленное авто подвержено стайлингу. У определенных авто есть кузова, у других только автоскульпт, а у некоторых, к примеру Skyline R32, есть уникальные возможности для тюнинга. Карбоновая крыша, специальные спойлеры, тонировка задних и передних фар и, например, зеркала. Если же аддон не имеет стайлинга или имеет ограниченный, то есть малый по сравнению с другими машинами, то вы это увидите при покупке. Асайбре позаботился и подписал каждый такой автомобиль. Особенности реальных моделей не забыли, к примеру, Tesla действительно электрокар и едет на одной передаче. Маслкары все так же неуклюже ведут себя на поворотах, а гиперкары могут набирать просто безумные скорости. К
слову о скоростях. Каждый босс подвергся изменению, и теперь они просто лютые. Мне повезло выбить автомобиль Вульфа, и просто смотрите, что вытворяет его авто. А Дариус — это просто кошмар. Вряд ли у вас получится его догнать с первого раза. Он просто психованный. И я на затюнингованном Koenigsegg Jesko, который набирает около 380 км в час, не мог пройти его гонку. Ебаный баран, блядь! Да, блядь! Ща говно будешь жрать! Да ехай, блядь, ебать бочка! Иди отсюда нахуй! Ну ты понял, блядь! Я тебя сейчас убью! Ты, блядь, ехай, ты нормально! Блядь, я второй! Ну ебан ты тупой, блядь! Откуда ты так взял? Не знаю, насколько правильным было решение усложнять боссов, ибо этакий кайф теряется. Однако новые машины и скорость имеют гораздо выше, и так явно скучно не будет. Это одновременно хорошее и плохое решение. Что думаешь ты, отпиши в комментариях. Отдельное спасибо хочу сказать за добавленную Subaru BRZ. А Сайбры разными методами по моей просьбе пытался это воплотить в жизнь, и вместе со своим подписчиком они это сделали. Ребята, вы красавцы, еще раз вам спасибо. Вот так выглядит автосалон к концу прохождения игры. К сожалению, за одно сюжетное прохождение вряд ли получится опробовать все автомобили. Однако попробуйте пройти честно, на тех авто, которые доступны вам сразу и вам нравятся. А уже после прохождения можете скачать редактор сохранений, нажать вот сюда, вписать любую сумму денег, которая вас интересует, и играть уже так. Хотя кого я останавливаю, если хотите крутить деньги, то крутите хоть в начале игры. Однако стоит отметить, что, например, теперь за победу над боссом дается куда больше денег, как и за прохождение гонок битвы за район. Также хочется отметить, что в репаке есть маленькие пасхалки, к примеру, на разных популярных личностей, как-либо иначе, но связанных с НФС на YouTube. Тиме Ванпойнту, например, вообще такое зашло. Меня приплели, что очень приятно, по скрипту. Слово популярные личности относится не ко мне, если что. Во всем остальном это все тот же карбон. Если кто-то из вас давно хотел поиграть в классику, просто немного разнообразия в геймплей или заменив автомобили, то данный репак вам точно понравится. Вполне приятно посидеть пару вечеров за игрой. Плюс никто вам не запрещает накатить сверху уже своих модов, тех же графических, которых уже десятки, если не сотни. Геймплейных на сложность это все в ваших руках. Что ж, этот ролик был сделан для того, чтобы увековечить память о данной сборке. Асап, если ты это все-таки слышишь, спасибо за свою попытку, что ты принес в мир ютуба, а также в моддинга. Что бы там у тебя ни случилось, держись и дальше, все будет только круче. Если вам понравился данный видеоролик, прошу оценить его лайком и подпиской на канал. Также вы можете поддержать меня, подписавшись на мой бусти. За это вы получите данные плюшки, а я смогу отказаться от рекламы на канале. Всем спасибо, удачи и пока!